Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чонгуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Не успели мы порадоваться, что у Чонгука в армии появился новый друг под номером 55, как в выходные нашим солдатам выдали телефоны, и, видимо, кто-то отхватил нехилых звездюлей. Чувак даже в каске сидит на последнем фото, чтобы было видно, что он далеко. Тэхён, ты такой собственник. Ладно, я шучу, хотя может и нет. То, как Чонгук нежно ставит свой подбородок на плечо Тэхёна. Девятое место. Только Тэхён может вызвать такую смущенную улыбку у Чонгука, которая так ему к лицу. Восьмое место. Совпадение или нет? Я стараюсь не думать об этом, но не могу. Мне нужен ответ на мой вопрос. Это куртка Чонгука дома у Тэхёна. Тэйкук-бойфренды в каждой вселенной. Цепочки Селин. Их тела. Ход Тэйкук. Седьмое место. Там, где царит любовь, там невозможное становится возможным. Шестое место. Поведение пары. Это его язык любви, ведь именно так делала и мама Тэхёна по отношению к отцу Тэхёна.
вместо 1000 слов. Чонгук просто чихнул, а Тэхён такой: «Ты только что вел себя мило». 뭔가 애교 부린 거야? В тот день Чонгук чуть не потерял сознание из-за Тэхёна. Такой контролирующий мужчина. Неважно, что они делают, играют или дразнят друг друга, им всегда весело от этого, ведь они влюбленные. Пятое место. Тэхён всегда в приоритете у Чонгука. Просто посмотрите, с каким удовольствием и как нежно он обнял его. Четвертое место. Забота. Забота, поддержка, все что угодно ради друг друга. Чонгук так заботлив и нежен по отношению к Тэхёну. Быть всегда рядом – вот настоящее счастье. Третье место. Новости Чонгука и Тэхёна. Расписание Чонгука. Тактический пеший марш из графика Чонгука на 20 километров перенесен на четверг из-за проблем с мелкой пылью. Марш имеет название «Адский», по большей части из-за мозолей, которые возникают из-за жесткой солдатской обуви. Но во время остановки есть возможность воспользоваться мазью и пластырями, которые выдаются на месте. Марш является самым важным этапом в тренинге и знаменует собой скорое завершение подготовки для новобранцев, и вскоре обучающиеся будут служить в качестве солдатов на действительной службе. После марша проводится церемония аттестации воинов, где выдается идентификационная бирка с военным номером, что уже считается официальным вступлением рекрута в элиту войска армии Южной Кореи. Вероятно, сегодня вечером у них будет вечер помощника инструктора из-за переноса марша. Это особое время, когда они разговаривают с новобранцами, отмечают все, что они сделали вместе, ведут содержательные беседы, смотрят слайд-шоу с фотографиями. Расписание Тэхёна. Обучение умственной силе. Подробнее смотрите в следующем видео.
Завтрак Тэхёна. Рис, суп из ростков, фасоли и редиса, жареная свинина в соусе, вареные перепелиные яйца, кимчи из пекинской капусты. Завтрак Чангука. Рис, суп из говядины с редисом, тофу, жареные анчоусы со специями, кимчи из пекинской капусты, шоколадное молоко. Обед Тэхёна. Рис, грибной суп, жареная курица с кимчи, пельмени, кимчи из редьки. Обед Чангука. Бурый рис, суп с рыбными шашлыками на шпажке, жареная говядина, салат из овощей и желудей, кимчи из пекинской капусты, кисломолочный йогурт. Ужин Тэхёна. Рис, джампонг, острый суп из морепродуктов, танцуюк свинина в кляре в кисло-сладком соусе, яичница, кимчи из редьки, молоко, виноград. Ужин Чангука. Рис, сундубу-чиги, острый суп, рагу из тофу, свиная котлета из филейной части с соусом, паста фузили с соусом, кимчи из китайской капусты, кола. Поговорим о погоде. Я искал подтверждение тому, что в Янчхоне снегопад, не нашел. Но зато теперь знаю, какой уровень загрязнения воздуха в каждой из провинций, куда дует ветер и во сколько сядет солнце. Зачем оно мне, все не знаю, но еще месяц-два и пойду реально устраиваться на работу метеорологом. Сияя ярче океана, главный герой Harper's Bazaar на обложке февральского номера Кореи Тэхён из BTS. Пожалуйста, познакомьтесь с Тэхёном, который обладает уникальным чувством присутствия, когда он стоял перед камерой перед зачислением в армию. В честь года синего дракона полную историю выдающихся образов Ви, наполненных ярким цветом волос аурой, можно найти в февральском выпуске Bazaar и на веб-сайте. Вслед за каверами будет последовательно выпущен различный цифровой контент. Все три обложки будут напечатаны как обложки журналов, но обложка, набравшая наибольшее количество голосов, будет продвигаться по различным каналам, таким как YouTube, Instagram, Facebook, Kakao и, возможно, даже на рекламных счетах. Под последним постом в Instagram можно проголосовать за ту обложку, которая понравилась больше. Она будет размещена в медиа в качестве главной. По данной ритейлера Yes24 в журнале будет 20 страниц, посвященных Тэхёну. Парень двоюродной сестры подруги живет в Нансане, и она спросила его. Он рассказал, что видел Тэхёна, когда тот давал интервью в армейском ресторане. Он сказал, что Тэхён не похож на обычного человека. Тэхён высокий, лицо с кулак, а еще очень красивый. Если приходят добровольные пробежки, то Тэхён всегда участвует в них. Также Тэхён помог человеку, с которым они вместе приседали. А еще в день рождения Тэхёна подавали суп из морских водорослей, и все сказали: «О, кажется, это у BTS день рождения». Он прислал ей фотографию со дня своего призыва в армию. Лицо размером с кулак или маленькое лицо – своего рода комплимент. Как правило, у азиатов высокие скулы, и, следовательно, за счет этого более широкое лицо. Маленькое лицо в их понимании – это не ярко выраженные скулы, аккуратные и пропорциональные черты лица, размер головы по отношению к туловищу. Продюсер и автор песен Монро, соавтор For Us, поделился в ТикТок, как он распаковывает подписанный альбом Layover, который он получил от Тэхёна. Он сказал: «Я получил посылку от Тэхёна. Он прислал мне подписанную физическую копию альбома. Видите, здесь написано Монро, это я». Тэхён получил награду «Лучший айдол года среди мужчин» на корейской церемонии First Brand Awards 2024. Физический трофей будет доставлен непосредственно Тэхёну.
Танцор, который работал с Чангуком над Dreamers, рассказал о нем, он неимоверно скромный парень. Я знаю много великих артистов, но Чангук и правда очень хороший. Он общался со всеми, никого не игнорируя. Он не думает о себе в контексте «О, я знаменитость». Нет, он так не думает. Он ведет себя как обычный человек, мы просто разговаривали с ним, танцевали. Он учится всему очень быстро. Постеры к 7 и 8 эпизодам сериала BTS Monuments Beyond the Star. Чангук сказал: «Начну с концерта в Чикаго. Думаю, это было наше первое выступление под дождем. Я не уверен, но, оглядываясь назад, без ума от этого выступления». Тэхён о своей квартире. Я сам занимался дизайном интерьера. Я изучал дизайн интерьера около 6 месяцев. Я придумал некоторые вещи, идею и попросил воплотить ее. Так что я приложил свою руку для декорирования квартиры. Она обустроена согласно моим предпочтениям. Это опасно. А вы заметили, как красиво подрагивают грудные мышцы Чангука при движении? Чангук боксирует с хвостиком. Чангук сказал: «Я не ожидал, что мое первое сольное мероприятие окажется таким большим. Это довольно ошеломляюще. Это для меня впервые. Там было около 60 тысяч человек, и я думаю, у нас было около 70 танцоров. Кто-то сказал, что их было больше 70. Я просто хочу прожить прекрасную жизнь, независимо от того, насколько я популярен или сколько у меня денег. Я хочу создавать разные вещи, например, видео, искусство или фотографии вместе со своими людьми. В каком-то смысле это еще один вызов для меня. Мне придется быть на высоте в одиночку. Хотя я не прощаюсь с BTS. BTS всегда будут на первом месте. Когда придет время снова собраться в команду, я сразу же вернусь». Тэхён сказал: «Могу ли я сказать, что чувствую скуку? Иногда я ощущаю нечто подобное. Когда мы жили вместе, было очень оживленно, но сейчас, когда я один, я немногословен. Я наслаждаюсь уединением, но это немного скучно, потому что я постоянно один. Но когда я наедине с собой, у меня все равно много дел. Это не ощущается как «я не могу жить один». Когда у меня выходной день, я могу играть, слушать музыку весь день, затем работать над песнями до самой ночи». Чангук говорит, что завел будильник специально для Джина, чтобы прийти посмотреть, как он стрижет волосы. 난 정국이가 올 줄 상상도 못했네. 좋은 구경을 볼 수가 없다. 자다가 일어났어. 알람도 지역대에 맞춰놨다고. Тэхён тоже присутствовал на стрижке Джина, они созванивались по видеосвязи. Чангука бьют, и он счастлив. Я не знаю смотреть, как двигается его пухлая губа под помадой или на его невозможный эстетик пальца.
Чонгук сказал: «Иногда у меня возникают внезапные мысли о том, каким образом мне удалось стать таким, как дошел до всего этого. Раньше я жил в месте под названием Илден Апартментс в Мадоке, Пусан. Я сравнил свою нынешнюю жизнь с тем, какой она была раньше, и подумал, это реально? Действительно ли я здесь живу? Иногда это все кажется нереальным. Когда мы были стажерами, и в то время, когда мы только дебютировали, мы жили в маленьких помещениях, где было много комаров. Было очень жарко, и у нас почти не было одежды. Но нам было очень весело, и было очень оживленно. Тэхён сказал: «Все, что мы хотели, это наблюдать за тем видом, который открывался нам, пока мы летим на воздушном шаре. Но стало страшно, когда случилось так, что мы оказались в открытом космосе. Думаю, это сравнение описывает то, что мы чувствовали в тот момент. Другие могут не понять, но мы никогда не ставили себе цель достичь таких высот. Мы просто хотели лететь на воздушном шаре по небу, просто путешествовать и видеть красивые пейзажи. Но закончились все тем, что мы вышли за пределы атмосферы и попали туда, где было темно, осознав, что находимся в открытом космосе. Мы видели звезды и планеты. Последние серии показали, что Чонгук и Чимин всего лишь друзья. Никого не смущает, что ужин якобы великих влюбленных проходил со съемочной группой и стафом. Впрочем, чигукеры другой жизни не знают, и сейчас начнут орать, что просто перевод неправильный, и что Чимин с Чонгуком все друг о друге знают. А я вам напомню, что Чонгук жил у Тэхёна прошлой зимой без стафа. И узнали мы об этом не из официального контента, а из случайного эфира. А еще Тэхён записывал музыку у Чонгука дома. И на трансляции называл его дом своим. И да, много чего еще, которое никогда не светит чигукерам. Чигукеры думали, что в последних сериях Чонгук будет Чимина на руках носить и с ложечки кормить, но увидев это все, они малость разочаровались. Чувство, что Чимина и Чонгука в заложники взяли, а видеоотчет для шантажа снимают. Ну, картонную свадьбу сыграли, и на этом хватит. После просмотра этого смешного контента еще больше веришь в Тэйкук. Песня Тэхёна «Юми Wherever You Are» дебютировала в чартах Billboard. Песня «Standing Next to You» Чонгука за 9-ю неделю поднялась на 70-е место в Billboard Hot 100. Корейские нетизены называют Тэхёна айдолом с одной из самых красивых лент в Instagram. Творческая душа Тэхёна пронизывает все, что он делает. От музыки, моды, фотосессий до повседневной атмосферы. Его лента в Instagram также стала горячей темой из-за уникальной эстетики. Что касается его фотографий, Тэхён ранее рассказал журналу Вевос, что он никогда не редактирует их и не использует фильтры, потому что предпочитает естественный вид. В недавнем посте Инстис пользователи сети обсуждали, что у Тэхёна одна из самых красивых лент в Инстаграм среди мужчин-айдолов. Они прокомментировали: просто глядя на его фотографии, можно сказать, что у него много личных снимков. Но у него есть своя атмосфера, и можно сказать, что его аура создана для Инстаграм. Сегодня я смотрела его ленту, и она выглядела такой красивой. Тэхён серьезно выглядит так естественно и круто. Он публикует и фотосессии, и ежедневные снимки, но в них нет дисгармонии. Маленькие фанаты Тэхёна такие милые. Поздравляем Чонгука с победой в номинации «Артист года». Глобальная потоковая передача на церемонии Circle Chart Music Awards с песней Seven.
Второе место. Это так интимно. Вообще не вижу различий. Ничего не могу с собой поделать, обожаю этот момент. Как же Чангук держит его на руках. Если вы когда-нибудь видели кого-то нежнее их, то я вам в жизни не поверю. Его детка. Первое место. Когда Тэхён, глядя на Чангука, спел «Послушай мое сердце, оно само зовет тебя». Это иногда не дает мне спать по ночам. Их знаменитый знак «I love you». Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.